Его надо заполнить. Кумовство. Даже если вы не знакомы с этим понятием, то оно сидит где-то на подкорке вашего сознания и шепчет. Что-то знакомое. Ну конечно, ведь кумовством называют явление, когда предоставляют преимущество друзьям или родственникам вне зависимости от компетенций, а лишь на основании личных отношений. Ну короче, это когда брата или кореша устраивают заместителя министра по спорту, хотя он сам с трудом отличает футбол от баскетбола. Но кумовство – это чисто российское понятие. Во всем мире используют чуть другое слово – непотизм. Значит, оно ровно то же самое. Просто мне нужно было зайти через что-то знакомое вам. А то вы бы вообще не ткнули на слово «непотизм». И вот в США вышло исследование, в котором изучили, как влияют родственники на управление компанией. В этом выпуске вы не узнаете ничего такого, чего не ощущали бы на уровне интуиции. Но, во-первых, вы увидите, что непотизм процветает не только в России, но и в США, а во-вторых, узнаете официально, как именно влияют родственники на управление компанией. И что хуже, назначить директором своего туповатого сыночка или непутевую жену. Если у вас нет связей, которые устроят на тепленькое место, то пробираться на вершину Олимпа придется самостоятельно. И сейчас, в век информационных технологий, главной вершиной стала сфера IT, а самая востребованная и перспективная профессия там — Data Scientist. Это те чуваки, которые меняют наш мир. Алгоритмы рекомендаций в YouTube и Netflix, беспилотные такси и роботы-курьеры — всем этим занимаются Data Scientist. Спектр применения таких навыков безграничен, поэтому спрос на специалистов только растет, как и их зарплаты. В России под 250 тысяч рублей и от 8 тысяч долларов за рубежом. Что важно, освоить эту профессию сейчас может любой желающий. Возраст, образование, опыт и даже наличие связей не имеют значения. В онлайн-школе Skill Factory есть курс Data Scientist, на который стоит обратить внимание. Здесь вы получите необходимую и актуальную теорию от экспертов IT-компаний, а главное, научитесь применять ее на практике. График и темп занятий гибкий. Можно учиться быстрее, медленнее или взять паузу и отдохнуть. На всех этапах обучения у вас будет ментор. Он поддержит и ответит на любые вопросы. А карьерный центр Skill Factory поможет найти работу и успешно пройти собеседование. Рейтинг курса по отзывам от студентов 4,7 из 5. Ждать не вижу смысла. Оставляйте заявку по ссылке в описании или сканируйте этот QR-код. И не забывайте промокод MyGap, чтобы получить скидку в 45%. В каждом исследовании важно в первую очередь, откуда данные берут. Авторам тут помогли жесткие правила прозрачности США. Они взяли компании, которые котировались на бирже и, соответственно, отчитывались комиссией по ценным бумагам. А из прошлого выпуска о стейблкоинах вы помните, что эта комиссия требует охренеть какую прозрачность. И вот в одной из бумажек, называется Proxy Statement, компания обязана указывать семейные связи по крови, браку или усыновлению ключевых должностей. Ну, проще говоря, кто там чей сынок, брат или жена среди директоров. Рассмотрим реальный пример реальной компании. Standard Motor Products – производитель и дистрибьютор автомобильных запчастей со штаб-квартирой в Лонг-Айленд-Сити и котирующийся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Standard Motor в прокси-стейтменте за 2003 год сообщила имена кандидатов на 11 директорских должностей. В число кандидатов вошли, в частности, Лоуренс Силс, Артур Силс, Питер Силс, Артур Дэвис, Сьюзан Дэвис и Мэрилин Краген. Затем запускается алгоритм, который, прочитав заявление, устанавливает связи между людьми. Сейчас внимание на экран. Это внук основателя, это брат внука, это еще их общий брат, это вроде как просто чувак, но вот жена чувака, а это сестра жены чувака. Скажите же, похоже на расследование Навального. Отличие лишь в том, что тут заявляют о связях открыто, да и компании частные. Но это не значит, что здесь нет риска нарушения закона. Чуть дальше я покажу пример. Ясно одно.
Такой алгоритм можно было бы использовать для выявления риска финансовых преступлений. Ну, например, если есть одна связь между директорами, то считается, что есть одна связь непотизма, а значит риск финансовых преступлений возрастает. Вот взять наш пример. Сначала установилась связь родства, а потом можно посмотреть внимательнее биографию родственников. В нашем примере оказалось, что как минимум 3 вызывают сомнения. Ну, потому что они пришли не из автомобильной промышленности. Миссис Краген была совладелицей художественной галереи, а до этого она была практикующим психотерапевтом. Питер Силс был писателем, а Артур Силс был педагогом и администратором в школьных округах Массачусетса. И в целом, особенно если вы живете в России, вас не удивляет факт, что люди тащат своих близких на тепленькие места. И вам где-то интуиция подсказывает, что такое явление плохо для конкретного предприятия и экономики в целом. Но пока еще не было исследования, которое могло установить конкретные зависимости на достаточно большом массиве данных. Ну, потому что мало где эти данные так скрупулезно собираются, да даже раскрываются. И вот мы на уровне интуиции знаем, что непотизм – это плохо. Но вот что хуже? Устроить своего сынка или племянника? Можно ли как-то измерить это плохо? И в каких сферах непотизм процветает больше всего? Чтобы выявить такие закономерности, авторы просканировали 5336 компаний за 20-летний период. И оказалось, что самые непотичные компании находятся в производстве продуктов питания и издательской деятельности, в том числе СМИ. Здесь в среднем каждый 5-й директор имеет своего родственника на ключевой позиции. Это компании с большими оборотами и низкой маржинальностью. А вот низкий уровень непотизма зафиксирован в производстве табачных изделий, в лабораторном оборудовании и угольных компаниях. Тут по одной семейной связи на 20 директоров. И это, кстати, является минимальным показателем во всей Америке. Можно сказать так. Возьмите 20 директоров крупных американских компаний и по-любому найдете чью-нибудь жену или брата. Кстати, о родственниках. Как думаете, кого из близких устраивают в пригретое местечко чаще всего? Сыночка, дочурку, брата, сестру, мужа или жену? Как я уже говорил, очень многое вам в этом выпуске известно на уровне интуиции. Ну, кто не знает устоявшуюся фразу «папенькин сынок». На протяжении 19 лет компании практически всегда лидирует сынок, но в спину им дышат братья, 3-е место – жены, а потом, кто бы мог подумать, отцы. Меньше всего устраивают своих племешей и матушек. Так, а есть какие-то конкретные взаимосвязи, которые удалось установить? Есть. Фирмы, где директора имеют большие семейные связи, инвестируют в развитие бизнеса заметно хуже. Для сравнения, если взять верхний дециль по непотизму, то вот эта часть вкладывает в развитие меньше на 7,7%, чем в среднем вся вот эта часть. Подобная тенденция складывается и с расходами на научно-исследовательские работы. Здесь снижение на 6%. Такая канитель происходит по 2 причинам. Первая причина. Это очевидно, что на работу нанимают не тех, кто умеет бизнес развивать, а сыночка, который должен хорошо кушать и красиво одеваться. Вопрос в квалификации тут стоит не на первом месте. И это тоже подтверждено исследованием. Вот вы видите график на экране. По оси OY – процент директоров, имеющих высшее образование, а по оси OX – уровень семейных связей между директорами. И как вы видите, наблюдается забавная закономерность. Чем больше родственных связей в управлении, тем меньше директоров имеют высшее образование. Причина, почему сыновья и дочери директоров тормозят компанию. Мало того, что они не квалифицированы, так еще и не замотивированы что-то делать. У них просто нет стимула развивать компанию. Они предпочитают жить тихой жизнью. Ну, зачем проявлять инициативу, ведь ты можешь облажаться и тебя еще выкинут. А если сидеть тихо и не отсвечивать, то и требований особо не будет. Как говорится, ты не можешь облажаться, если ничего не делаешь. Но зарплату свою получать будешь исправно.
Дело произошло в Cablevision Systems Corp. В этой компании раскрылось больше всего семейных связей. А я напомню, это из 5336 компаний. Это самый яркий и сочный пример непотизма. В марте 2014 года акционер Гарри Ливингстон подал на компанию в суд, утверждая, что Чарльз Долан, бывший председатель совета директоров, и его родственники обращались с компанией как, цитата, «семейной кассой», где 10 членов семьи входили в совет директоров, при том, что всего в совете директоров было 16 человек, то есть где-то больше половины. Ливингстон утверждает, что с 2010 года различные родственники получили незаслуженную компенсацию на сумму более 100 миллионов долларов. Вот примеры его недовольства. 3 дочери Чарльза Долана, входящие в состав совета директоров, не имеют значительного опыта работы, помимо работы в благотворительных организациях, основанных их же семьей. Одна из них, Кейтлин Долан, не присутствовала лично ни на одном заседании совета директоров в 2012 году, но это не помешало ей получить компенсацию в 171 тысячу долларов. С сыном Томасом Доланом вообще шаблонная история всех непатичных организаций. В ходе правительственного расследования в 2005 году выяснилось, что сынок нарушил ряд правил хранения данных. Это довольно серьезный проступок в Штатах, особенно для телеком-компаний. Штрафом в 60 тысяч рублей тут не отделаешься, поэтому Томас взял вынужденный отпуск. Но через несколько лет Чарльз вернул своего сына на высокооплачиваемую должность. В новой должности Томас отчитывается напрямую папе. Ой, как удобно. Неудобно только тратить заработанные деньги, ведь за 3 года Томас поднял по 4 миллиона долларов. Но сам Чарльз с другим сыном Джеймсом за тот же период получили куда больше, около 40 миллионов долларов. Из этого примера мы узнали, что у Чарльза все в порядке с репродуктивностью, но самое главное для нас это то, что дети – это самый настоящий бич предприятия. Потому что родитель таким образом как бы передает свой статус ребенку, несмотря на отсутствие у него компетенций. Что интересно, братья также сказываются негативно на успешные инвестиции в компании, а наличие сестер не имеет значения. Объясняется это так. Мужчины более самоуверены и, следовательно, чаще одобряют инвестиции впустую. Вспомните себя, когда вы хотели по-быстрому обогатиться на какой-нибудь хайповой акции или шиткоине. А вот связь с партнерами, то есть муж-жена, практически никак не влияет на корпоративное управление. В исследовании выдвигается гипотеза, что если муж нанимает менее компетентную жену на работу, то при этом не делегирует ей важные полномочия. Или тут уже я предполагаю, что директора просто заключают брак, уже познакомившись на работе. А я напоминаю, в этом исследовании речь именно про корпоративное управление, а не разграбление компании. Этот вопрос остается за скобками. Хотя кое-какие цифры таки были обнаружены. Появление в совете директоров одной непатической связи уменьшает количество управленцев с высшим образованием на 2%, а управленцев с магистерской степенью на 1,5%, но в то же время увеличивает базовую зарплату на $3000. И если подытоживать, то исследование на большом массиве данных показало: компании, где в совете директоров сидят дети да братья, хуже инвестируют как в количественном, так и в качественном смысле, иными словами, хуже развивают бизнес. Нанимают управленцев с худшей квалификацией, но зарплату им платят выше. Притом, обратите внимание, в исследовании подчеркивается связи между директорами или директорами и нижестоящими работниками. С владельцами компаний ситуация же совсем иная. Если семейный бизнес управляется семьей, то тут проблем не возникает. Более того, если у владельца есть семейная связь с директором, то это снижает вероятность, что директор захочет разграблять казну. А перед тем, как мы перейдем к эпилогу, Алексей Марков расскажет приколюху из страны с совершенно другой ментальностью. Сейчас вы узнаете, зачем в Японии могут усыновить директора компании, которому лет 30. Как же быть, если собственный сын недостаточно хорош, чтобы стать директором? Харакири? Нет. Наследника, оказывается, усыновляют, и эту практику в Японии применяют веками. Вообще усыновление взрослых людей особенно получило развитие в 17 веке. Тогда купцы
искали себе замену для работы в полях. Изначально это считалось как не очень мужественным, что тебя усыновили. Но в 20 веке, наоборот, это стало таким хорошим признаком хорошего такого оппортунизма и даже престижа. Сейчас 98% многих тысяч, там, почти 100 тысяч усыновленных японцев, это мужчины от 25 до 30 лет, то есть такие уже не молодые сынульки. И многим из них выпала честь стать директором корпорации. Таким образом, семейный бизнес не прекращается. Он исключает риск передать бразды правления сыночку-дебилу или племяннику-дегенерату. И зачастую, что происходит, усыновляется муж дочери, словно родной сын. Но в особо тяжелых случаях от избранника могут, конечно, отказаться, отлучить от семьи и назначить нового наследника, опять кого-то усыновить. В экономике был занятный пример про компанию Suzuki. Осаму Сузуки, 81-летний председатель совета директоров, это приемный сын клана, причем уже 4-й по счету. Когда пришло время, он выбрал директором не своего биологического сына, а своего зятя Хиротаку Оно, мужа своей дочери. Сам Осаму тоже когда-то женился на дочери руководителя и вошел в семью Сузуки. Но Оно умерло от рака, и Осаме пришлось вернуться в компанию. Он стал первым биологическим наследником клана, хотя навсегда останется вторым выбором своего отца. Но вообще похоже, что практика усыновления позволяет японским компаниям дольше держаться на плаву, потому что приемные дети руководят лучше биологических. И, наверное, все-таки усыновление генеральных директоров – это не причина, а следствие хорошей, крепкой корпоративной культуры, что мы, прежде всего, семья, а не компания. Говна мы не делаем, потому что нам это западло. Существует давно известный конфликт директоров и владельцев. Это когда владельцы создают такую здоровенную компанию, что нанимают управленцев. Конфликт интересов состоит в том, что владельцы заинтересованы в получении прибыли или росте актива, расширении бизнеса, но вот управленцев по самому определению такие показатели не очень заботят, у них другие цели. Как увеличить себе зарплату и выписать побольше премий. И вот, можно сказать, официально обнаружилось. Человеческая природа такова, что стоит только добраться до распределения ресурсов, созданных не ими, то мало того, что люди распределяют ресурсы в пользу своих близких в ущерб предприятия, так еще сама идея перераспределения выдвигается на первый план, когда об идеях развития говорить вообще не приходится. И теперь вдумайтесь. Если такое происходит в каждой третьей американской компании, то что происходит в других странах? А что если перенести это на уровень государства? Что происходит с целой страной, когда приходят директора, движимые только личным обогащением, но не развитием? На это отвечает другое исследование, которое стоит отдельного выпуска. Там оказалось, что сильные семейные связи влияют на экономику и жизнь общества в целом. Так, например, обнаружилось, что усиление семейных связей снижает ВВП на душу населения, снижает доход, снижает контроль коррупции. Ты что ж предлагаешь? Уничтожить и так наладан дышащий институт семьи? Господи, да нет же, ни в коем случае. Я лишь говорю, что непотизм – это серьезный тормоз для развития, а также условие для принятия вредных решений. Ведь непотизм – это по своей сути разновидность коррупции. Нам нужно не просто заменить плохих управленцев на хороших. Нам нужна система, где управленец не сможет интернализировать, проще говоря, присваивать материальные блага предприятия или целой страны. Нам нужны механизмы, которые не игнорируют человеческую сущность, а учитывают ее изъяны и предотвращают отрицательный отбор. И там, где с непотизмом справляются, средний результат общества выше. А сейчас самое время сказать спасибо поддержаторам. Главным рептилоидам Владу, Сонику Мейхему, Маверику и Хапчинску. А также всем верховным магистрам, консулам, героям и гэпникам. Пишите комменты, делайте репосты, ставьте пальцы. А мы увидимся на следующей встрече.
Yeah.